Всем привет! Хотела начать этот влог с примерки. Я сейчас вяжу, и пока я еще полностью не довязала, хотела показать, потому что вообще ничего не снимала по этой футболке пола. Я уже ее давно начала. Чуть больше про эту футболку и про мастер-класс можно посмотреть видео про магазин в Корее Savvy House. Тогда я рассказывала, как я увидела эту футболку и покупала пряжу. Если вы еще не смотрели это видео, можете перейти и посмотреть. И еще у меня есть уже готовые связанные изделия, сейчас покажу. Поверх футболки надевается. Мастер-класс есть на YouTube, поэтому прикреплю ссылку в описании. Практически сразу же после того, как купила пряжу, начала вязать, везде с собой брала и уже дома потом соединяла. Кстати, я посмотрела сериал «Девушка моего сына». Это что-то между семейной драмой и психологическим триллером, а я такое люблю. Сюжет представлен так, что показывает обе стороны, и свекрови, и невестки, поэтому непонятно, кто еще более здесь злодей. И всего 6 серий, и пока я смотрела эти серии, мое мнение очень менялось. А после того, как довязала этот топ, снова вернулась в этот магазин, где я купила пряжу. Savvy House. Лаунж-зона, где можно повязать. Книжки всякие вязальные. Мы поднялись вот на другой этаж, кофе взяли там, сюда поднялись. Пока 11 утра, мы первые, а никого еще нет. А здесь все из ниток сделано, кстати, как макрамы. Ну все, про топ рассказала, теперь возвращаюсь к вязанию футболки. Тут отверстия для пуговиц, будут пуговички. Здесь еще воротник нужно довязать, рукава. И вот по длине еще мне пока недостаточно. По бокам даже немного убавки есть. И новые маркеры сюда поставила. Что тут интересного? И для меня пока необычного. Я еще никогда не вязала японское плечо. То есть я начинала вязать отсюда, от спинки сверху. И потом спустилась до проймы, вот здесь. Потом уже довязывала вот здесь вот, набирала петли и вязала перед. Очень мне показалось это удобно. Хочу пробовать что-то такое еще. Я уже показывала во влоге вот такую мягкую пряжу из магазина Daiso. Может быть, я сделаю из нее такой в таком же стиле кардиганчик. Такой пряжи у меня много, вот прям целый пакет. Вы уже, думаю, видели в тех влогах, как я это все накупила. Тоже такая голубенькая, пушистая, мягкая. Я вяжу на новых спицах. Эти спицы мне очень нравятся. И набор такой классный, что в нем 4 лески. 60, 80 и 20. Я потом попозже еще подробнее тоже это покажу. Такие заглушки, их тоже много в наборе. И сейчас, когда я хотела померить, я спицы сняла, сюда поставила и сделала сюда заглушки. Но из-за того, что я вяжу на 60 сантиметров лески, мне было коротко, так мерить неудобно. Поэтому я еще одну короткую леску здесь прицепила. Здесь переходник есть. И добавила еще одну короткую леску. Есть такие вот переходники, чтобы еще удлинить леску. То есть 2 лески можно соединить. И вообще вот стык даже я даже не нашла сразу. Он даже вообще не чувствуется. Очень гладко все двигается. Спицы такие скользкие. Здесь вообще стык. Но мне вообще не чувствуется. Его как будто здесь даже нет. Очень гладко. Мне понравилось. Сейчас на четверках. На 4 миллиметра вяжу. Музыка тут играет. Что-то хочу маленькое взять. Взяла себе вот такой обед. 100 яйца и рамен. Лапша завариваемая. Мне вот это нравится с кимчи. Чуть-чуть кисленька такая есть. Какая здесь классная хурма. Надеюсь, мне не достанется за то, что я снимаю чужой дом. Сейчас сезон хурмы. Поэтому и купить можно. И вот она везде на деревьях тоже. Здесь написано, что дети играют. Это здесь детская... Из-за того, что здесь детская площадка, поэтому такие знаки и разметки на дороге.
Хотела кофе взять горячий. Уже стало холодно, хоть и солнце светит, но на самом деле куртку не надела, холодно. Возьму горячий кофе и пойду домой. И расскажу, какие у меня дела в последнее время, чем я занимаюсь. Мне вот такие игрушки разложили. Я сейчас готовлюсь к экзамену, чтобы получить вид на жительство Кореи. А, кстати, ровно 3 года, как я уже переехала в Корею. И у меня брачная виза. Каждый год нужно продлевать визу. Но с прошлого года у меня уже каждые 2 года мне надо продлевать. И если получить вид на жительство, тогда будет долгосрочная виза. То есть мне не нужно будет ходить и постоянно продлевать. Поэтому я проходила это обучение. Уже до последнего уровня дошла. 5 уровней я прошла. Когда я 3 года назад приехала в Корею, узнала об этом курсе и сначала распределительный экзамен, чтобы определить мой уровень корейского, на каком уровне я нахожусь, и тогда уже могу начинать это обучение. То есть я сдала и сразу же с 3-го уровня начала обучаться, 3-й сдала, 4-й и 5-й сейчас закончила. После 5-го уже можно подавать документы на вид на жительство. В общем, одно из условий получения такой визы, вид на жительство, пройти это обучение. Оно рассчитано не только на изучение корейского языка, а адаптация к жизни здесь. Поэтому мы проходили и культуру, историю, даже география, темы такие для того, чтобы здесь жить. Сейчас не только вот вязать надо, хотя мне очень сейчас хочется сесть и повязать. И что я и делаю иногда. Но нужно к экзамену готовиться. Уже 8 ноября будет экзамен. Если кому-то это интересно, то могу поделиться какими-то книгами для подготовки. Может, вы тоже готовитесь. Не знаю. Пока я еще не разобралась среди моих зрителей, кто тоже живет в Корее. Надо статистику посмотреть. Можете тоже написать, где вы живете, откуда вы. Очень интересно так поближе с вами познакомиться. Откуда вы меня смотрите, из какого города, из какой страны. И после 8 ноября я уже буду более свободна в плане того, что мне не нужно готовиться к экзамену. А у меня еще есть заказ вязальный. Я говорила, что не очень хочу вязать на заказ. Мне больше нравится вязать, что-то придумывать и снимать мастер-классы. Вот сейчас влоги мне очень интересно снимать. У меня появился вязальный заказ на свитер, очень интересный. У меня там вот картинка стоит с этой стороны, уже все подготовлено, расчеты сделаны. Поэтому буду начинать вязать и уже после экзамена хочу отдать заказ. У меня вот идея есть делать такие вот короткие влоги, как сейчас, то есть как мой день прошел, но все на вязальную тематику. Я хочу точно продолжать вот снимать так про вязание, ну и про жизнь тоже что-то интересное добавлять. Мастер-классы делать как-то периодами, возможно, там раз в месяц или как-то выпускать. И сейчас вот я буду есть этот треугольник. Треугольник с рисом. И вот это так интересно открывается. Сейчас покажу. Вот так. Это у нас ким. Нори. Если по-японски говорят нори, водоросли, в Корее это называется ким. Вот это ким, внутри рис, тунец. Люблю такие штуки есть. И с тунцом у меня самая любимая начинка. Поэтому буду сейчас обедать. И дальше продолжать что-то. Если буду вязать, еще покажу. А так вот собираюсь готовиться к экзамену.